Итак, друзья, вы на канале «Другой взгляд на человека». Меня зовут Александр Российский. Данный канал – это единственный канал в Рунете, где по-настоящему разбирается тема мышечных зажимов. Понимаете, вот я в этой теме уже, наверное, лет 10 плотненько варюсь. И когда я вижу то, что вот происходит в Рунете, там, в роликах, в Ютубе и так далее, мне просто смешно. Смешно от того, что люди одни вообще не понимают, о чем говорят, а другие дают какие-то идиотские методики. И из-за этого вся вот эта тема мышечных зажимов, которая является самой важной для человека, она буквально высмеивается. Существует самый главный момент, который люди путают. Разницу между мышечным зажимом и мышечным напряжением. Понимаете? Все, что в интернете говорят, они говорят про напряжение. То есть вот смотри, медитации, пранаямы, йога. Это вот с точки зрения вот того, что ты можешь сделать, да, с телом. Это все работает с напряжением. Пример такой привожу. Вот есть прекрасная методика работы с напряжением. Это когда ты ложишься в удобную позу, закрываешь глаза и сканируешь по телу, вот как сверху с макушки и до ног проходишь. И вот везде, где ты чувствуешь что-то, опа, напряжено. Останавливаешься там вниманием, тепло идет, и вот ты так потихонечку весь расслабляешься. Существует также пранаяма, которая, допустим, 5 секунд вдох, ты вдохнул медленно и 10 секунд выдох. 10 секунд выдохнул. Это тоже прекрасно работает с напряжением. Но понимаешь, что такое напряжение? Напряжение – это те переживания, те вот какие-то события в течение дня, которые ты себе вот внутри забрал и которые тебе нужно теперь скинуть из себя, расслабиться. Но проблема в том, что перед тем, как ты вот сейчас начал заниматься пранаямой, там, йогой, вот этими всеми техниками, ты до этого что делал 25 лет? Ничего. А куда девалось все то напряжение, которое ты никуда не делал? Я тебе сейчас объясню, куда оно девалось. Вот это напряжение, которое копилось в тебе, оно примерно вот как, знаешь, как комок. Вот так, и в конце оно принимает форму зажатой, вот прям зажатой ткани, зажатой мышцы, зажатой кожи, зажатой фасции. И вот это уже называется мышечный зажим. И вот это вот явление, когда оно уже зажалось, оно не распускается ничем другим, кроме как механическим же воздействием, понимаешь? То есть ту проработку, которую ты делаешь на расслабление, оно работает с текущим напряжением. То есть это неплохая профилактика, это неплохое средство для того, чтобы не накопить новых зажимов. Но она никоим случаем не помогает тебе в работе со старыми. Тут еще какой момент очень важный, что мышечное напряжение это как бы просто такое явление действительно напряжения по всему телу. То есть это нет ярко выраженных каких-то мест, в которых прям вот залипло. Это больше такое, знаешь, как повышенный тонус твоих мышц. За счет того, что нервная система напряжена, оно подает усиленный импульс, и поэтому твое тело как бы в напряге. Поэтому ты когда расслабляешься, тебе становится легче. Но мышечный зажим это не просто напряжение, это застрявшая именно эмоция, это застрявшая эмоция в теле, это застрявшая ситуация в теле, понимаешь? Это не просто вот напряжение, как такое что-то абстрактное, это прям вплоть до того, что если где-нибудь на животе тебя хорошенечко схватить и покрутить, ты начнешь вспоминать то, что происходило, что зародило вот это уплотнение в твоем теле. И можно даже раскопать ситуацию, которая там будет, и даже в какой момент времени она была у тебя, активирована, да, и даже можно будет еще и так проверить. Если ее убрать, а ты в итоге там признаешь правду от этой ситуации, то в теле оно само начнет расслабляться. Понимаешь, вот как это работает? А напряжение это совсем другая история. Поэтому, когда я смотрю ролики где-нибудь в интернете, и там начинается такая фигня, типа, вот если у вас горловой зажим, там, кашляете, там, как-то вот так вот делаете, там, если у вас какой-нибудь зажим глаз, то делаете вот так вот. Да, блядь, это дебилизм, пойми. Никогда не смотри, ни один канал больше не смотри в Рунете, если ты не хочешь опошлить эту тему, если ты не хочешь себе какой-то шизофрении нахватать на ум. Все, что тебе нужно для понимания, что такое мышечный зажим, это вот здесь, на этом канале. Это вот в плейлисте «Другой взгляд на человека». Мышечные зажимы, они, понимаешь, как работают? Они обкатывают твое тело, они зажимают твое тело вот прям в различных кусочках. И когда они принимают вот форму, например, уплотнения, то ты, когда трогаешь это место, оно может болеть. Если, например, оно вот здесь, оно будет щекотать. Знакомая, да, история щекотка?
Вот есть даже такая фигня, что один человек, типа, я щекотки не боюсь, а другой, я очень сильно боюсь. Вот в чем разница между этими людьми? Вот тот, кто боится щекотки вот здесь, у него здесь зажимы. У кого здесь нету зажимов, тот не боится. Понимаешь? То есть все все события, которые происходят в твоем теле, все вещи, они объясняются. Это не просто так, что у тебя тут щекотка, а у меня тут болит. Видимо, болит, так и должно быть. Не должно быть нигде, понимаешь? Все твое тело должно быть мягкое и не болеть. Вот прими эту аксиому. Ты должен протрогать все свое тело, и оно должно быть мягкое и не болезненное. Если так будет, то значит, у тебя нету. Но так нету у 99,9%. Ни у кого так нету. Потому что ты сталкиваешься с жизненной ситуацией, и ты не скидываешь это напряжение. А почему ты его не скидываешь, кстати? Какие есть у нас механизмы для скидывания этого напряжения? Вот это очень интересная тема, я об этом еще на канале не говорил, я сам недавно только к этому пониманию пришел. Смотри, когда-то я уже рассказывал, что животные, дикие животные, они, когда встречаются со стрессом, они на него реагируют таким вот явлением, как протряхиванием тела. То есть, если кот какой-то убежал у тебя из дома, потерялся, он боялся, ты его вернешь домой, он будет вот так вот трястись, как будто бы ему холодно. То же самое с какими-то птенцами и так далее. У человека есть примерно такая же ситуация, примерно такой же механизм. Только у него нету, допустим, хвоста, и он не сидит, не трясется. Но ты можешь заметить, что когда ты нервничаешь, ты начинаешь создавать излишний импульс в теле. То есть, к примеру, я сижу, и что-то у меня не получается очень сильно, нервы начинают подниматься, я смотрю на ногу, она начинает шевелиться. И вот раньше и ты тоже, и все люди думают, что это плохо. Я что, какой-то шизофреник, типа, сижу как больной, да? И запрещают себе, запрещают вот детям себя вести, там что-то как бы вот суетиться. А это единственный способ для того, чтобы сбросить излишек напряжения, понимаешь? Поэтому теперь я делаю каким образом? Если какая-то тяжелая, напряженная ситуация, я наоборот усиленно начинаю какой-то конечностью шевелить. То есть, к примеру, ногой, да, я начинаю прямо ее примерно вот так. Вот так вот только ногой, да, потому что рукой как-то, совсем неудобно. Ногой начинаю шевелить, и буквально, я тебе скажу, через 2 минуты становится легче психологически. Потому что вот эта вот иннервация излишняя, энергетика, она выходит через механические колебания, и плюс ты сжигаешь, это как все-таки физическая нагрузка, ты сжигаешь адреналин, который выделяется. И все вместе тебе вот этот вот избыток не закрепляется в твоем теле. Потому что если не выпустить вовне, то оно придет вовнутрь. И, кстати, вот касаемо того, что я вам сказал, скидывать напряжение там рукой и так далее. Это делают дети. Посмотрите, вот реально, ребенок стоит где-то там, заходишь в лифт, допустим, и там ребенок, и он тебя видит, у него появляется смущение, то есть излишняя энергетика, излишние эмоции, и он сразу начинает там как-то вот так вот делать, да, то есть он не просто окаменел как человек, и только вот такой вот запуганный сидит, не подать взгляда, а внутри все копится. Нет, дети не так делают, они прям вот как бы вот начинают суетиться, мельтешить, тем самым скидывая. Еще я видел недавно такое вот, иду по набережной, да, и ребенка вижу впереди. Он тоже посмотрел, да, я там ему улыбнулся, он застеснялся. И он тут же шел, только когда увидел, вот застеснялся, сразу же такой побежал, буквально метров 50 пробежал и дальше опять пошел. То есть у них это встроено на уровне рефлексов, на уровне скидывания напряжения. А взрослый типа так непорядочно, так неправильно, так глупо. Ходи тогда весь в мышечном панцире, несчастный, с трагедиями, с депрессиями и больной. Вот это вот очень умно и очень правильно. Второй момент, который я тоже отмечаю, тоже недавнее открытие. Смотри, когда ты пугаешься, что с тобой происходит? То есть ты вот увидел что-то, тебя, допустим, там паука какого-то показали, ты такой... Вот так ведь у тебя реакция, типа вот в себя, вовнутрь. И это рефлекс, безусловно. То есть ты увидел что-то страшное, пугающее, ты в себя зажал это все. И вот таким образом как раз таки ты аккумулируешь вот эту зажатую энергию страха. А нужно делать с точки зрения, вот если, чтобы не зажиматься, наоборот. То есть ты испугался, ты сначала как бы испугался, а я в ответ сразу же, то есть я в обратно выкидываю это все, понимаешь? То есть увидел, испугался, и вот внутри зашевелело, аж в груди так. И я вот это вот все, вот туда, вперед, из себя выгоняешь, понимаешь? И еще такой момент, страх это адреналин. А получается, выкидывание из себя это норадреналин, то есть гормон противоположный. И получается, ты
вот на противоположной эмоции, там, где гнев, там, где злость, там нет страха автоматически. И поэтому я переключаю вот этот вот страх и вот эти колебания на злость и выброс извне. Такой принцип психики, что всегда, если ты нападаешь, то ты не боишься, ты как бы не защищаешься, да, но это логично, лучшая защита это нападение. То есть это так везде вокруг, так мир наш устроен. Поэтому если вы не хотите вот всего вот этого бояться, то нападайте. Итого мы получаем уже 2 действенных инструмента для того, чтобы не копились у тебя напряжения. И не такие тупорылые инструменты, как там глаза открывать, как лох конкретный сидеть, а вот именно действующие инструменты. Скидывание напряжения через конечность двигающуюся и скидывание какой-то застрявшей эмоции, там страха через вот мгновенно. Только ты ее испытал, сразу же из себя ее выбил. Это мы с вами поговорили. Я думаю, теперь у вас есть картина, понимание, чем отличаются мышечные зажимы от непосредственно напряжения. Все, что здесь я говорил, оно именно касается напряжения, чтобы напряжение не переходило в зажимы и потом не приходилось тебе это все снимать. А как непосредственно снимать уже то, что ты за 30 лет накопил, вот этому я учу на курсе «Другой взгляд на человека. Стресс, тревога, зажимы». То есть там мы разбираем вот все поэтапно. Какие ключевые точки в теле и где они копятся, почему, как влияют, как снимать в том числе и травмы, какие-то последствия, да, механические повреждения. То есть с этим мы всем именно работаем там. И когда ты купишь книгу, посмотришь, прочитаешь, ну, если ты любишь читать, не хочешь, не читай. Это мой просто тебе совет. Перед тем, как идти отдавать мне 15 тысяч, прочти книгу за 450 рублей. Пойми, что это твое или нет. Чтобы потом просто не было таких курьезов, что ты купил, типа, мне лень, я не хочу заниматься. Понимаешь? Ты должен гореть, ты должен понимать, для чего ты это пришел, что ты получишь от этого всего. Посмотри весь плейлист «Другой взгляд на человека», чтобы ты тоже, опять же, не спрашивал мне такие вопросы на обучении, а как это, а как это. Ну, это глупо. Посмотри немножко, разберись. Пойми, насколько это важно, у тебя появится мотивация, ты захочешь сам учиться, ты захочешь менять свою жизнь. И уже только лишь потом, когда созреешь, когда прям вот я готов на все 100%, тогда пиши здесь вот контакты я оставлю, пиши в поддержку, вступай на курсы, будем обучаться. Будь здоров, береги себя, пока.